Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Чему бывать, чего не миновать. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. У вас как-то, знаете, вот как будто чередуется. То есть настроение, то нету. То хочется, то колется, то апатия. Знаете, вот то хорошо, то плохо. Вот качели такие эмоциональные. У вас проигрывается еще ситуация у некоторых. Особенно это касается тех, которые недавно разошлись. Вот все-таки хочется вам вернуть прежнюю женщину. Вам хочется помириться. Сразу же вот у нас идет карта примирения, да. Однозначно хочется, вы из-за этого еще страдаете, тоскуете. Опять же, я подчеркиваю, это касается тех, кто вот недавно разошелся, ну, относительно недавно. Хотя, вот я вам скажу, женщина, которая сделала больно, из-за которой вам вот плохо, очень ориентирована на деньги, на материальные блага, на подарки. Вы довольно долго были терпимой. И плюс не только терпимый, но и терпеливый еще. Вы такой человек, который будет терпеть, а потом в один прекрасный момент просто, знаете, как пружина выстреливает и все. С меня хватит, достало, да? Вот так же может проигрываться, что вы резко решили обрубить это все, резко решили уйти, вас достало, да? Вот какой-то период вы терпели, но терпение закончилось. Вы такой человек, который вообще живете по совести и ждете того от других, но, к сожалению, все люди разные. И потом вы очень сильно разочаровываетесь в людях, которые живут не по совести, не так, как вы. Но это вообще свойство человеческой психики, я вам скажу, что мы все через себя пропускаем, через свою призму и смотрим со своей колокольни. То есть, если я порядочный, то я хочу, да, я жду, чтобы все были вокруг порядочные. Такого, к сожалению, не бывает. Вы очень ждете, вот вы нацелены на какой-то вот позитив, да, вам хочется каких-то новых перемен в жизни, вам хочется новых событий. Я вам скажу, даже те из вас, кто сейчас еще пребывает, ну, в таком вот, ну, расстроенном, что ли, состоянии, да, вот пассивном, у вас скоро начнется позитивный такой период. Хотя вы и побаиваетесь идти в будущее, да, вот вы с одной стороны и хотите, но вы боитесь этого будущего. Неизвестность, в принципе, всегда пугает человека. Вы боитесь, а будет ли у меня новая женщина? Вот вы переживаете, а смогу ли я снова построить новые отношения, тем более семью. Ну, то есть есть вот такие страхи и опасения. Вы еще очень эмоциональный человек. Очень близко к сердцу все берете. Вот даже из-за чепухи вы можете расстроиться. Есть такое качество также в вас. Измена однозначно проигрывается в вашей жизни. Да, я коротко сейчас называю, мы не будем назад в прошлое очень много смотреть. Да, но женщина, вот однозначно женщина изменила. Женщина, любящая деньги, да, которая, ну честно, ну ломаного гроша не стоит. То, что я вижу по раскладу. Очень неискренний такой человек, который, ну, идет, грубо говоря, по людям, да, она по головам пойдет, чтобы своего достичь. Вы же совершенно другого склада. Вот вы абсолютно разные. И я думаю, вы вот под конец вашей совместной жизни, вы это поняли и разочаровались очень сильно. Вот разочаровались. Так, что же будет в вашей жизни? Чему бывать, чего не миновать? Так, и у вас, смотрите, у вас появляется новый судьбоносный шанс, новая любовь. Женщина, которую вы, ну, как бы выстрадали, вымолили, да, вот как будто это ваша посланница небес, это подарок небес. Причем у вас проигрывается, может быть, даже брак с этой женщиной. Она очень такая... очень веселая, очень позитивная. С ней, вот я сейчас вот говорю, да, вот кто меня смотрит, знают и мою манеру, да, вот такие психологические расклады. То есть, смотрите, с такой женщиной можно
и подурачиться, и пошалить. С ней можно превратиться вот даже в мальчишку, да. Мы обычно, когда мы счастливы, когда нам хорошо с партнером, мы мы превращаемся вот реально в детей. Мы можем творить, ну, такие чудеса, да, мы можем шалить, мы все что угодно можем делать. Но с другими людьми мы взрослые, серьезные, да, а здесь мы шутим, что только не вытворяем. Именно вот когда это наш человек, когда мы понимаем, что это гармония, когда нам хорошо вдвоем. Вот именно такого типажа женщина, с которой хорошо, легко и просто, придет в вашу жизнь. Вы сейчас такого даже представить себе не можете. У некоторых совсем опустились руки, да, вот вы, может быть, даже в чем-то разуверились. Вот после, особенно после вашего разрыва, вы не очень доверяете женщинам, вам скажу. Но вот это ваша, как она ваша спасительница станет. Спасительница именно от одиночества и спасительница в том плане, что она развеет вот вообще все ваши сомнения по поводу женщин. Вы совершенно по-другому будете смотреть. Вот кардинальные перемены идут в вашей жизни. В вашу жизнь, вот если коротко, вернется радость вместе с этой женщиной. Хотя, опять же, какой-то период у вас будут сомнения, да? Ну, из того, в том духе, что могут возникать такие мысли, ну, не бывает так хорошо, да? А вдруг она притворяется? Ну, что-то здесь не так. Ну, то есть вы, опять же, будете себя накручивать. Это то, что я говорила, вот вы слишком близко к сердцу все берете, вы ищете проблему там, где ее нет. И сами же потом от этого страдаете. Причем, я вам скажу, активизируется еще ваша бывшая. Почему она активизируется? Давайте уточним. Опять придет с какой-то хитростью, обманом. Смотрите. У нее проблемы с ее мужчиной. Ну, там ухажеры, там, либо же мужья, может быть, кто-то живет, да, у всех будет по-разному, поскольку это общий расклад. Она придет к вам через обман. Вот у нее проблемы с мужчиной, она придет с таким вот видом, как бы чуть ли не назад вернуться. Вот она придет с намеками, что ей нужно к вам вернуться, что она там скучает, страдает, что она вас любит, давай попробуем все заново и так далее. Это будет обман, поэтому не ведитесь на это, ребята, абсолютно не ведитесь. Что она хочет, зачем? Она еще, кстати, вот смотрите, она детей может подключить, она может включить великую актрису, она может даже про любовь-морковь рассказывать. Зачем ей это надо? Да, внезапно, причем она, кстати, появится. Зачем ей надо? Ну, понятно, ну, посмотрите, ей нужны деньги, подарки, да, вот финансы какие-то. У нее нехватка финансов, плюс проблемы с мужчиной. И тут у нее вдруг вспыхнет неземная любовь к вам. Поэтому не ведитесь, будет конфликт у вас с ней. Конфликт и очень хороший. Я думаю, что вы ее восвояси отправите вместе со всеми ее желаниями, с ее такой фиктивной любовью. Вы это поймете, вы даже прочувствуете вот это вот ее притворство. Так, что еще в вашей жизни проигрывается? Что же будет? Смотрите, у некоторых проигрывается довольно непростой период. Я не хочу, конечно, касаться этой темы, но опять же, это может быть связано либо же даже с военщиной, с армией может быть связано, да. Это может быть проигрываться тем, что вы правдами-неправдами будете вот как-то избегать вот этих вот всех тягот, которые связаны, ну, с вот этой военщиной, да. Я не хочу даже озвучивать это слово. У каждого будет по-своему проигрываться, но будет какой-то вот период довольно непростой. Поэтому смотрите. Император снова. То есть, смотрите, у вас еще может проигрываться такая ситуация, что вот реально из-за вот этой вот ситуации, которую я только что говорила, ну реально в тупик вы войдете, в ступор. Это, конечно, не очень приятная новость, но опять же,
Ну, берегите себя, ребята, берегите, потому что то, что я вижу, ну, есть опасность. Реально есть опасность в жизни. Мечи, мечи, мечи. У нас мечи. Вот будет какой-то период, смотрите, появление женщины, да, вот этот период, который связан с армией, с мечами и ну, утраты, да, утраты, проблемы. Я не хочу озвучивать, не хочу говорить о плохом. Думаю, все взрослые, все догадываются. Берегите себя, очень сильно берегите, потому что то, что я вижу, мне не нравится. Так, что же все-таки будет? Давайте-ка все-таки навскидку. У вас вообще, понимаете, у вас в жизни грандиозные перемены идут. И вот они переплетаются, и хорошие события, и не очень хорошие. Поэтому будьте бдительны, да, я думаю, вы намек поняли, что я, хоть мужчины и не очень-то намеки, да, в силу своей природы понимают, но все же берегите себя, потому что будет довольно проблемный период, который нужно будет пройти. Пройти достойно, очень достойно его пройти. Вот эта женщина, она вам поможет его пройти. По деньгам, по финансам у вас будет все шикарно. Но вот именно то, что вот с мечами, да, связано, вот этот период нужно будет пережить. У одних может проиграться, что да, будет дорога туда. У других же будет, что вы будете всякими правдами, неправдами избегать вот этой дороги. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Ну, все-таки вы отстранитесь от этого. Ни в коем случае старайтесь не попадать туда. Не попадайте, ребята. Так, что же будет все-таки? Смотрите, с этой женщиной вы остаетесь, у вас семья проигрывается, у вас брак, все, отношения, да, кто-то гражданский, кто-то захочет жениться. Но опять же, вы достойно, вы пройдете вот этот период, очень непростой. Эта женщина будет у вас, знаете, как палочка-выручалочка, и поддержка, и опора. Довольно такой, ну, непростой сегодня расклад. Если обычно какой-то такой позитивный позитив, то сегодня то, что я вижу, ну, мне не понравилось. Всеми правдами, неправдами избегайте, чтобы туда не попасть. Избегайте, потому что будет не очень хорошо. Не хочу никого пугать, но, ребят, не надо этого делать, не надо. Женщина вас поддержит. Женщина, вот знаете, она будет настолько вот по-мудрому, настолько будет тонко вас поддерживать. Вот реально у меня такое ощущение складывается, что вот с ней можно и в радости, и в горе. Вот женщина, которая, ну, реально поможет всегда и везде. Поэтому, если у кого-то там сейчас нет веры, нет какой-то надежды в то, что личная жизнь наладится, что придет какой-то позитив в вашу жизнь, да, то я вам могу только сказать одно, что вас ждет потрясающая женщина, которой, ну, реально можно только мечтать, с которой и в радости, и в горе, которая будет и поддержкой, и опорой, с которой можно и поговорить, и о чем-то обсудить, с которой не стыдно поделиться, вот, ну, это я сейчас своими словами говорю, да, вот типаж таких женщин, с которой можно поделиться чем-то наболевшим, да, что у тебя проблемы, что у тебя что-то болит, какими-то неприятностями. И вот этот сложный период, когда станет вопрос ехать, не ехать, избегать, может быть, как-то, да, вот она вас поддержит, она вас поймет и поможет. И все у вас будет хорошо. Но главное, вот избегите, постарайтесь избежать. Я думаю, все-таки все должно быть хорошо. Но, ребята, берегите себя, берегите свое здоровье и жизнь. Вот такой был расклад. Не очень-то веселый. Сегодня, конечно, он был, но дела житейские. От этого никуда не денешься. Это наши, к сожалению, сегодняшние реалии. Кому расклад понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!